Хорошо, давайте тогда начнем. Николай Карлович, вы помните, как вы вообще в первый раз услышали фамилию Ельцин? Я не помню с самого первого раза, когда я услышал фамилию Ельцина, но помню, когда она стала возникать. Это было после его приезда в Москву, когда он стал членом Политбюро. И тогда, впервые, когда услышал его фамилию, он воспринимался как один из. Тогда еще ни с чем у меня фамилия Бориса Николаевича Ельцина не ассоциировалась. Потом, когда он стал уже активным московским начальником партийным, и пошли слухи, что Ельцин ездит в общественном транспорте, сам один, без охраны, ногами ходит, заходит в магазины, что-то там сам проверяет, спрашивает. Пошли разговоры, что необычный человек. Скажите, а вы помните вот эту историю с речью Ельцина на пленуме ЦК в 1987 году? Ну, конечно. Конечно. Расскажите чуть-чуть. Это было уже очевидное совершенно столкновение. Было понятно, что он пошел буром на начальство, на партийное руководство страны. Пока не ясно было, в какой мере на Горбачева. Ясно было, что это конфликт с Легачевым. И уже вот так вот. Уже и симпатии были на его стороне. Это был тот период, когда Ельцин стал быстро, стремительно, просто вот обвально приобретать популярность. И это какой-то резонанс в обществе произвело? Да, конечно. Конечно. Я помню, я не знаю, как за пределами Москвы, тогда опросы не проводились, или в всяком случае, я не знал их результатов, но в Москве резонанс был большой, и он очень быстро приобретал популярность. Нам, возможно, придется в какой-то момент рассказать о контексте, в котором прошло детство Ельцина. Ну, вы знаете, что его семья была репрессирована в 30-е годы. И поскольку вы историк, можно я вам задам пару вопросов на эту тему? Сейчас уже знаю. Тогда не знал, конечно. Расскажите, пожалуйста, доступным языком, вкратце, вообще, что такое раскулачивание? Раскулачивание – это одна из самых страшных страниц в отечественной истории. Для меня раскулачивание страшнее, чем 1937 год. Для меня раскулачивание – это как гражданская война. Это было нападение государства на собственных крестьян. Это была война, объявленная коммунистическим государством самому трудоспособному крестьянскому трудовому населению. Называлось это борьбой с богатыми, с кулаками, отсюда раскулачивание. На самом деле грабили всех, у кого голова поднималась чуть-чуть, хоть выше травы. Я думаю, что раскулачивание – это страшное преступление, это страшная трагедия, и результаты его до сих пор не исчерпаны и, могут быть, никогда не будут исчерпаны. А можно я вас попрошу еще более конкретно для тех, кто вообще ничего про это не знает? Что конкретно происходило тогда? Приходили, забирали все и забирали людей. Угоняли целые семьи во главе с отцами. Крестьяне были многодетные в России, на Украине. И все семьи выгоняли часто в голодную степь, часто зимой, часто на гибель. При раскулачивании погибло несколько миллионов человек. И это была самая трудоспособная, трудолюбивая часть, наверное, вообще всего нашего населения, всей нашей страны. Кроме того, вместе с крестьянами убили и очень большую часть русской культуры. Потому что русская культура – это ведь не только Пушкин и Толстой. Русская культура, как и всякая культура, прежде всего культура бытовая, культура отношений между людьми. И в России эта культура была крестьянской. Ее убили тогда. Это чудовищная, неизгладимая страница нашей истории.
А что такое кулак? Почему так называется? КУЛАК, есть разные интерпретации объяснения этого названию. Самое распространенное, оно такое занятное, что он настолько трудолюбивый был человек, что даже спать было толком некогда, спал не на подушке, а спал кулак под голову положив. Поэтому кулаками назвали. Вот. А потом это слово приобрело в официальной пропаганде такой негативный, отрицательный смысл. Кулак, такой кулачина, куркуль, все себе, все под себя, а другим фиг. На самом деле это было не так, он просто был очень тяжко работающий человек. Николай Карлович, смотрите на меня, пожалуйста, чтобы мы видели ваш взгляд. Хорошо. Хорошо, спасибо большое. Давайте тогда вернемся к нашей основной теме. Вот в преддверии августовского путча у вас было какое-то ощущение, что консервативное крыло ЦК готовит какой-то заговор, что что-то вот такое будет? Было. Было такое ощущение, потому что очень тяжело шли переговоры по новому союзу, переговоры, которые вел и Горбачев, в которых активно участвовал Ельцин, Назарбаев. И они шли очень тяжело. Ясно было, что сопротивление очень тяжкое. Кроме того, было очевидно, что состав людей в окружении Горбачева не тот, который идет на реформы охотно. Это Янаев, это Крючков и так далее. Это второй фактор. И третий фактор уже были события, которые наводили на очень грустные мысли. События в Тбилиси, события в Вильнюсе, события в Баку. И все эти события, все это вместе создавало такую достаточно тяжелую атмосферу ожидания какой-нибудь драмы, которая, скорее всего, произойдет. Поэтому, когда это случилось, стало очень обидно, но неудивительно было. Скажите, а как вы узнали, что произошел путч? Я узнал от тещи. Я поехал отдыхать в Питер на несколько дней буквально. Это был конец августа. И моя приятельница, очень популярная телеведущая Светлана Сорокина, она, тогда еще были все советские нравы, она обеспечила нам с женой, значит, там в хорошей гостинице питерской хороший номер на недельку. Она в Питере была тогда, в Ленинграде еще, она была тогда человеком очень влиятельным и популярным. И мы приехали, поселились там и прожили там ровно 1 сутки. Потому что мы туда приехали 18 числа. А 19-го рано утром, на рассвете, когда просыпаются котята, значит, позвонила теща и говорит: «О, а у нас танки на улице». Ну, тут мы включились, все выяснили, поменяли билеты и поехали в Москву. Вот так вот мы узнали о путче. И я помню, что когда мы ехали в Москву, у нас был попутчик, случайный человек, какой-то мужик, довольно простой человек, который говорил: ну что, говорит, надо идти Ельцина защищать. То есть это было всеобщее ощущение. Тогда вот люди, которые хоть чем-то интересовались, выходящим за рамки там еды, они понимали, что происходит, просто интуитивно, и на какой стороне надо быть. То есть не было желания, наоборот, подальше от Москвы поехать? Ну, я думаю, что у многих было. У меня, конечно, нет, потому что все-таки я в это время уже был журналистом, работал в программе «Вести». «Вести» были тогда первой фактически демократической программой в стране. И потом меня охватила дикая злоба. Вот только началось, только стали голову поднимать, только страна стала меняться к лучшему. И вот нате, здравствуйте. И мне это все показалось очень обидным и даже оскорбительным. И, в общем, хотелось в бой. Николай Карлович, а расскажите, пожалуйста, про противостояние между Ельциным и Горбачевым, вот еще в последние советские годы, то есть до путча еще. Опять же, для тех, кто вообще ничего про это не знает, в чем там была суть? Ведь они оба были реформаторы, оба пытались что-то изменить, почему у них не получалось работать вместе?
Ну, тогда это было не так просто определить. Тогда были разные интерпретации. Многим казалось, что, скажем, Горбачев реформатор, а Ельцин популист, Ельцин радикал, а Горбачев человек умеренный. Потом, я бы сказал, уже сейчас ретроспективно, глядя на это, достаточно очевидно, что Горбачев Михаил Сергеевич, конечно, был реформатор, но он не знал, как далеко он готов зайти. Он все-таки был коммунист, и для него это было важно. Он боялся раскачать лодку, и он осторожный был тогда человек. И к тому же был в значительной степени под влиянием своего окружения. И у него в это время он уже испугался сделанного им самим, и у него была такая тактика очень опасная для страны в это время, объективно опасная. Шаг вперед, 2 шага назад. Он боялся сделать более-менее смелое телодвижение, и от этого страна застряла между 2 стульями оказалась, ни вперед, ни назад. И не старая, еще Сталином построенная держава, империя, которая уже фактически к тому времени экономически рухнула, денег уже не было на ее содержание, ничего не было, да энтузиазма не было, веры не было. А с другой стороны, он боялся сделать шаг вперед, идти по нормальному цивилизационному пути, европейскому, как угодно его назовите. А Ельцин был готов. Ельцин был готов, и он опирался на настроение людей, а настроения людей тогда были очень радикальные, потому что все было плохо. Страшный дефицит, пустые прилавки в магазинах, полное недоверие к партийному руководству, презрение к нему. И вот на эти настроения во многом опирался Ельцин, но эти настроения были негативными, эти настроения были в значительной степени разрушительными. А Ельцин у меня потом уже вскоре создалось такое впечатление, он разрушать не хотел, он хотел просто выбраться из-под обломков с наименьшими потерями, что ему в конечном счете и удалось сделать. Вот в этом было противоречие, он был готов между ним и Горбачевым. Ельцин был готов идти гораздо дальше, чем Горбачев. Горбачев в какой-то момент застрял, и ни вперед, ни назад, а Ельцин был готов идти дальше вперед. А вы думаете, у Ельцина было понимание того, что Советский Союз, советская система себя изжили, и что в таком виде все это существовать уже не может? Он был очень чувствительный политик, скорее, чем аналитик, он был интуитивист, Борис Николаевич. Я думаю, что он чувствовал это. Понимать, наверное, не понимал, да и гуманитарного образования у него не было. Я не думаю, что он это мог аналитически, вот логически представить себе эту картину, что все, Советский Союз изжил себя. Это вообще мало кто мог себе представить. Но, по всей видимости, он чувствовал интуитивно, что дальше так продолжаться не может, и дальше так не будет продолжаться. Почему вы думаете, в тот момент, когда путчисты могли арестовать Ельцина, они его так и не арестовали? Ну, это такая песня старая, и до сих пор этот вопрос решения не имеет. У меня тоже ответа на этот вопрос нет. Я думаю, что они были все настолько неуверены в себе, все, от главного фактически организатора путча, которым я считаю Крючкова, руководителя КГБ СССР, который был, ну, конечно, главным идеологом, и у него были наибольшие ресурсы, и он был наиболее решительным человеком из них, но даже он, судя по всему, не был готов идти до конца, потому что они не знали, в какой мере они будут поддержаны. Они не знали, в какой мере они сами готовы идти на большую кровь. У них не было четкого плана действий. Не было достаточно масштабных фигур, пусть негативных, пусть страшных, но масштабных, которые бы возглавили их, там, фигур, которыми во время, там, скажем, Октябрьского переворота 17 года были там, Ленин и Троцкий, которые были готовы идти до конца, которые были готовы повести за собой, организовать, пусть на страшное дело, но были готовы. А здесь таких готовых не было. Поэтому у них ничего и не получилось. И фигуры масштаба Ельцина у них не было, конечно. Несомненно, что в таких случаях очень часто фактор личности решает. Вот у них
у них такой личности не было. А вы помните тот момент, когда Ельцин на танк забрался? Ну, конечно. А расскажите, пожалуйста, как вы помните эту картину? В это время мы были на 5-й улице Имского поля, где располагалось и до сих пор располагается российское телевидение, которое тогда недавно открылось. Мы мотались тогда между 5-й улицей Имского поля и Белым домом, потому что ездили туда, и с нами девчонки ездили, и было ощущение, в принципе, вот такое, я бы сказал, юношески жертвенное, хотя юношами и девушками мы не были, мы были взрослыми уже вполне молодыми людьми, за 30. Но было такое ощущение, что вот сейчас готово на все. А в это время мы были как раз, когда картинка пришла Ельцин на танке, мы были на 5-й улице Имского поля, и мы эту картинку получили. Ну, это тогда было вообще ощущение такого огромного возбуждения, адреналин хлыстал. И, конечно, эта картинка способствовала. Гордость была. Была гордость и было ощущение, что, наверное, все-таки ситуация ломается в нашу сторону. Скажите, пожалуйста, после путча эмоционально в каком состоянии находилась страна первые пару месяцев? Вы знаете, мой отец, покойный ныне, он говорил, что... А он прошел войну. Все, он освобождал Прагу. И он говорил, что в его жизни было 2 самых радостных и волнующих события. Это 9 мая 1945 года и День Победы над путчем в августе 1991 года. Вот это было просто счастье. Ну, он к тому времени уже давно был пенсионером и смотрел по телевизору, а мы все-таки какое-то участие, как тележурналисты, активные, демократические, принимали в этом. Но у меня было такое же ощущение, что вот поразительно, что, пожалуй, впервые в нашей истории, а я историк все-таки, историю себе представляю нашей страны, что впервые в нашей истории вот так получилось, что хорошие победили. Но мы себя считали хорошими, естественно. Ну вот расскажите чуть подробнее про какое-то ощущение эйфории, которое было осенью этого года. Ну, ощущение эйфории, во-первых, трудно передать, а во-вторых, она на то и эйфория. Словами не передашь. Просто хорошо и все, и здорово. И все стало вокруг голубым и зеленым. Но это недолго продолжалось, потому что ясно было, что победить-то победили, а что дальше делать неизвестно, потому что очевидно было, что страна еще до путча, а еще сильнее благодаря путчу, из-за путча, оказалась в ужасном состоянии. И нужно было как-то выползать, потому что там в кармане-то блоха на аркане, там закрома Родины были абсолютно пусты, и нужно было как-то из этой ситуации выбираться. Поэтому вслед за вот этим столкновением, вроде бы как почти бескровным, почти трое ребят погибло, я напомню об этом, о чем почему-то все забывают, и это первые герои России. Но почти бескровное, да? А после этого нужно было уже заниматься работой. И нужна была, как говорил Остап Бендер, плодотворная дебютная идея, чтобы быстро довольно выходить из этого совершенно тупикового кризиса. Просто в штопоре была страна. Поэтому и очень быстро информационная повестка дня, она сместилась с темы победы, такой эйфорической, на тему, что же будет дальше. Поэтому эйфория была непродолжительной. И у Бориса Николаевича, вы считаете, в тот момент была эта плодотворная дебютная идея? Нет, я думаю, что у него не было. У Бориса Николаевича никакой дебютной идеи тогда не было, да и не могло возникнуть. Насколько я понимаю, ему где-то как раз... Он же тогда после этого взял паузу. После победы он взял паузу. Я не знаю, думал ли он в это время или просто психологически приходил в себя, эмоционально. Потому что реально, понятно было, еще Советский Союз к тому времени не развалился, это было еще формально.
Это было еще до Беловежья, но уже очевидно было, кто в стране хозяин, что будет дальше. Это уже дальше все уже просчитывалось. Что уже не Горбачев в стране главный, а он. И эта страна уже называется не Советский Союз реально, она называется уже Российская Федерация, Россия. Я думаю, что ему нужно было со всем этим как-то свыкнуться. И где-то в это время, наверное, он или психологически, или реально физически он устраивал смотриной, так сказать, невест в виде потенциального премьер-министра. И тогда, вот, по-видимому, у него, вот, как у Штирлица в знаменитом фильме, вот этот, вот что-то рисуночки, профили, он кто? И так он вышел на Гайдара, как я понимаю, с подачи Бурбулиса там вышел на Гайдара. Ну, уж коль мы про Гайдара заговорили, Ельцин и Гайдар совершенно разные люди. Ельцин с деревенским партийным бэкграундом, Гайдар и его команда люди с другим языком, другим образованием, экономисты. Как Ельцину удавалось с ними общаться и понимать, что вот то, что они предлагают, это и есть правильный путь, по которому нужно идти? Ну, Борис Николаевич был масштабный и талантливый человек. И он очень многое, что он, может быть, не сразу сознавал, он очень многое чувствовал. И, по-видимому, Егор Тимурович Гайдар был тоже очень масштабный человек. Я думаю, что им можно было найти. К тому же они были люди оба искренние. И общались друг с другом, очевидно, без задних мыслей. То есть они общались друг с другом достаточно откровенно. Я не знаю, в какой мере быстро они нашли общий язык. Я думаю, что до конца именно язык они, может, и не нашли. Да и не нужно было. Главное, что они друг другу верили. Я думаю, что Ельцин просто поверил Гайдару. Он поверил, что это тот парень, вот этот молодой парнишка, такой высоколобый, которого к нему привели. Это тот парень, который может вытащить страну. Он в это поверил. И он в него вложился. Давайте мы сделаем паузу и потом перейдем к Беловежской пуще. Есть такая легенда, на самом деле, которая очень активно всегда проталкивалась определенного рода людьми, которых довольно много, и было, сейчас, пожалуй, еще больше, что именно в Беловежье был развален Советский Союз. Что вот 3 человека собрались в Беловежской пуще, с пьяных глаз что-то там подписали и развалили Советский Союз. Так не бывает. Пойдите развалите Америку, там пьяные, трезвые, 3, 10, хоть 100 тысяч соберитесь, развалите Америку. И Советский Союз был бы крепок, был бы тверд, стабилен, никто бы его не развалил. И 3 людей, которые собрались в Беловежской пуще, не разваливали его. Они просто подписали акт, свидетельство о смерти Советского Союза. А умер он до этого. Он умер еще даже до путча фактически, когда первые республики, увидев, что кнута больше нет руки, которая бы держала этот кнут в Москве, и нет денег, которые бы их держали вокруг центра, они побежали вокруг, прыснули в стороны. Прыснули просто. Только держи, пятки засверкали. А особенно это усилилось после путча. Путчистам нужно быть благодарным не за развал Советского Союза, а за скорость, с которой он развалился. Развалился бы он в любом случае без них. А вот за ту скорость, с которой он пошел в разнос, конечно, спасибо путчистам. Потому что была возможность. Ведь путч возник, вспомним, накануне подписания нового союзного договора. Значит, все-таки какие-то, как сейчас модно говорить, скрепы пытались изобрести для того, чтобы как-то удержать, пусть в новом формате, не в таком жестко вертикальном, но удержать республики вокруг Москвы. А после путча это стало невозможно. Путч напугал. Поэтому, когда стало ясно, что Москва кормить не может, пугать не может, держать не может, все пошло в разнос. И новые национальные или старые национальные элиты, они уже не хотели зависеть от Москвы. Зачем какому-нибудь киргизскому или узбекскому, или грузинскому, или, я уже не говорю, литовскому, тем более. У них вообще на поколение меньше они в Советском Союзе были.
начальнику было подчиняться какому-нибудь московскому мандарину, Бонзе этому. Зачем? Он у себя и так хорош. Лучше он будет первым у себя, чем 10-м в Советском Союзе. Поэтому удержать уже было невозможно. Беловежские соглашения – это была формальность. И они старались, люди, которые собрались в Беловежье, они старались хоть как-то путем вот создания СНГ, хоть как-то замедлить процесс, хотя бы сделать его более плавным, или хотя бы представить его как более плавный, чтобы не было ощущения, что все просто разорвалось, как при взрыве. Но даже это уже было очень сложно сделать. А вот когда спускали советский флаг, вы это лично воспринимали как трагедию или как избавление? Не так и не так. Я это воспринимал как неизбежность, как объективную реальность. Естественно, колотилось тогда все, потому что приказала долго жить страна, в которой я родился, и к которой я привык, и которая оказалась, как Древний Рим, веками будет стоять. Такая, сякая, заскорузлая, ржавая, но веками будет стоять, потому что огромная, потому что инерция такая у нее. А она в одночасье, опаньки, и ушла. И от этого, конечно, колотилось сердце здорово. Но ясно было, что это уже не удержать. И я помню, что эмоции по поводу того, куда же делся Советский Союз, тогда у людей и менее рефлексирующих, с другим образованием, с другими интересами, у этих людей не было. То есть все вздохи и ахи, у кого-то искренние, у кого-то не очень, по поводу ушедшего Советского Союза, они начались много позже, когда народ немножко задышал, когда народ немножко наелся, когда народ немножко оделся. Вот тогда вспомнили, что был же Советский Союз, что-то где, куда, не помните, был такой. И стали о нем сожалеть, и стали его вспоминать. А в 91 году думали не об этом. В 91 году думали о том, как сделать так, чтобы голодной зимы не было, как сделать так, чтобы семья не голодала, куда бы картошки набить, в какой погреб. Об этом думали. А о том, как страна называется, не думали тогда. Это я помню очень хорошо. Хорошо, давайте тогда перейдем к 93 году. Было противостояние между парламентом, вернее, между Верховным Советом и президентом. Расскажите немножко про этот период. В чем суть этого противостояния была? Суть противостояния была в том, что Верховный Совет боролся за власть с президентом. И на его стороне была советская конституция. Страна была уже не советская, и называлась по-другому, и была другой, и вообще мало что общего имела с Советским Союзом. А конституция была советская. Законы были советские. И эта конституция при советской власти использовалась в качестве туалетной бумаги. Она никому нужна не была. Над ней смеялись втихомолку. Ее показывали иностранцам. Мы говорили, смотрите, как у нас все замечательно. Он говорит, да, хорошо. Не понимая, что Конституция не имеет никакого отношения к реальной действительности. А к 93 году вдруг про нее вспомнили, сказали, смотрите, у нас по Конституции Верховный Совет начальник. У нас съезд начальник. А президент не начальник. И я помню, как Руслан Абрамович Хасбулатов, талантливый, яркий человек, сильный человек, опасный человек, как он вел заседание и говорил, ну что, уважаемые депутаты, все в наших руках, вот сейчас закон примем и будем по нему жить. И, уважаемые депутаты, голосованием, прямо я смотрю, в прямом эфире, принимают судьбоносные законы и требуют, чтобы по ним все жили. И с каждым этим законом полномочия президента Российской Федерации, всенародно избранного, сжимаются, как шагреневая кожа. Все больше, больше, больше. Ответственности за себя эти люди не берут? Никакой. А требовать требуют. Лоббируют какие-то денежные поступления туда-сюда для того, чтобы обеспечить себе политическую поддержку. Денег этих нет. То есть это популистские решения, абсолютно ничем материально не обеспеченные, но популярные, потому и популистские. И страна идет в разнос, уже по новой. И здесь Ельцин оказался перед очень тяжелым выбором, потому что либо он действует по закону
а законы принимает не он, а законы принимают против него. И тогда, не сегодня-завтра, не завтра-послезавтра он превратится в английскую королеву. И страна превратится в комок нервов, в которых все ждут денег, денег нет, новый страшный совершенно виток инфляции, и просто страны не будет, непонятно, что с ней будет. Все пойдут, так же, как республики национальные побежали из Советского Союза, так же сейчас все побегут из России. Уже Татарстан был готов. Откуда вся эта знаменитая «берите себе суверенитет сколько хотите», что потом инкриминировали Бориса Николаевича? А это его договоренность с Шаймиевым. Если бы не было сказано, Татарстан бы ушел, просто ушел бы, татары бы ушли из России. Единственный способ было обещать много суверенитета. И на этом Шаймиев договорился с Ельциным, и на этом они сохранили Татарию в составе России. И вот так было во многих республиках. А второй вариант – сохранить власть, пытаться сделать что-то, потому что правительство было его ельцинское правительство. Он пожертвовал уже к тому времени Егором Гайдаром, но все равно правительство в целом он сохранил. Но для этого ему нужно было выйти из правового поля, формального. Для этого ему нужно было нарушить законы, потому что законы были советские, которые принимал Верховный Совет Хасбулатова. Законы – это была советская конституция 1977 года, брежневская, которая вдруг начала опасно действовать. И вот это привело к этому взрыву в сентябре-октябре 1993 года. А вот эти популистские решения, которые принимал парламент, в них было какое-то зерно здравого смысла? Это вопрос. Вот страна проходила через радикальные реформы, народ жил тяжело. Была ли, по-вашему, возможность как-то это делать мягче или, скажем, по-другому? Или нужно было это делать быстро, даже если это было настолько болезненно? Это вопрос, на который я не готов ответить. Тем более, что я не экономист, я историк и журналист. Я не знаю, какие были возможны оптимальные темпы. Оптимальные темпы бывают только в барокамере. У нас барокамеры не было. У нас была живая, огромная, очень болезненно все воспринимающая страна с дикими комплексами, с очень тяжелой историей, особенно последнего столетия. На бумаге все, вероятно, можно было бы сделать гораздо чище. В жизни это было очень сложно сделать. В всяком случае, все делалось так, как делалось, и за первые 2 года после развала Советского Союза удалось страну спасти от гражданской войны, удалось страну спасти от развала и удалось страну спасти от голода. Вот главное, что удалось сделать. Я уже не говорю, что прилавки были насыщены, и можно было пойти что-то купить за реальные деньги. Деньги стали реальными. Они из деревянных превратились в реальные. Да, их было, у большинства подавляющего людей их было очень мало, потому что сразу много не бывает. Естественно. Потому что после того, что страна пережила в 20 веке, нужно было пройти через очень болезненный период. Я думаю, во многом серьезный упрек реформаторам того времени и Борису Николаевичу, и Егору Тимуровичу, и их соратникам в том, что они не объяснили это стране, что будет очень тяжело. Но, возможно, объяснить это было трудно. Возможно, страна бы не поняла таких объяснений. Она не хотела, чтобы было трудно, она хотела, чтобы сразу было хорошо. Все так хотят. Поэтому то, что делал Верховный Совет под Хасбулатовым, они, конечно, апеллировали вот к этим настроениям недовольства. Сложно, тяжело. Ну, если тяжело, значит, не надо этого. Сразу тогда была пущена сказка о великом, прекрасном, могучем и счастливом Советском Союзе. Вот тогда она только начала пускать корни. Потому что всегда приятно вспоминать то, что было. Ты был моложе, ты был счастливее, тебя девушки любили, ты был востребован. И сразу кажется, что все было замечательно. Вернуться туда никто бы реально, в реальность Советского Союза вернуться страшно. В коммунальные квартиры, всеобщий дефицит и страшные очереди в каждом магазине. Никому не охота. А вот так, когда это выглядит в виде мифа, вроде как приятно. И ассоциируется исключительно с хоккейными победами,
с Ириной Родниной и с Гагариным. И сразу все вроде как было очень хорошо. А на самом деле все было не так. Но миф есть миф. И этот миф тогда был именно пущен в первой половине 90-х годов. Потом он расцветал все более пышным цветом. На самом деле все, что делал Верховный Совет Хасбулатова, это был чистый, опасный для страны популизм. А целью этого популизма была борьба за власть. А расскажите, пожалуйста, про этот референдум «да-да, нет-да». Тоже вкратце. Вкратце, этот референдум, который был оговорен между Ельциным и Хасбулатовым, между президентом и Верховным Советом и съездом во главе с Хасбулатовым, он должен был ответить на вопрос о том, каково настроение Можно я вас людей. попрошу начать с весной 1993 года? Весной 1993 года был организован референдум, главными вопросами которого было ваше отношение к политике Ельцина и ваше отношение к политике Верховного Совета, так или иначе. И фактически, несмотря на все, что происходило, несмотря на страшную непопулярность реформ, потому что они были тяжелые, люди ответили «да» реформам, «да» Ельцину и «нет» Верховному Совету. И после этого фактически Верховный Совет, депутаты Верховного Совета, та их часть, большая часть, которая была под Хасбулатовым, а потом стала и радикальнее Хасбулатова, она пошла на уже провокации. Провокации начались уже весной 1993 года, а достигли своего апогея осенью 1993 года. И вот Ельцин подписывает указ 1400. Расскажите, пожалуйста, в чем суть этого указа? И если можно, так и начните. Вот Ельцин подписывает указ. Ельцин подписывает указ, 21 это было, по-моему, сентября, да, я сейчас не помню. 21, да? Да, 21 сентября. 21 сентября 1993 года Ельцин подписывает знаменитый свой указ 1400, в котором говорит о распуске Верховного Совета, о том, что будет новая исполнительная власть, о том, что будет новая конституция. Это было воспринято как выход за пределы правового поля. Так оно и было. Это был выход за пределы действовавшего правового поля, потому что это правовое поле абсолютно не соответствовало реалиям России. Это было правовое поле другой страны, которая к тому времени уже не существовала. Другого выхода у Ельцина не было. Он пошел на этот решительный шаг, рассчитывая на то, что он спасет от столкновения. То есть он создает новое правовое пространство, более адекватное, взамен предыдущего, потерявшего смысл, обессмыслившегося полностью по причинам объективного исторического порядка. Он создает новое пространство. Кроме него взять на себя эту ответственность было некому. Ни по тому, что не было больше человека с такими властными полномочиями, ни потому, что не было личности такого масштаба. И как реагирует на это парламент? Парламент реагирует на это. Я бы избегал слова «парламент», потому что к тому времени это был фактически не парламент. Он сам себя называл парламентом, но это была мощная политическая оппозиция в стенах парламента. И эта оппозиция отреагировала очень жестко, очень резко, рассчитывая на то, что сила на их стороне. Фактически они рассчитывали на вариант силового взятия власти. Они объявляют импичмент. Они объявляют импичмент президенту Ельцину, они объявляют президентом вице-президента Рудского, Александра Рудского, который ушел к Хасбулатову. Они собирают под свои знамена, под крышу Белого дома тогда. Там же еще было интересно, что Белый дом 91 год, Белый дом 93 год. Сейчас только историки могут связно разобраться во всей этой путанице. Они собирают под крышу Белого дома боевые отряды, собирают там кучу оружия и готовятся оказать вооруженное сопротивление и фактически готовятся взять власть. Рассчитывая на то, что любая кровь, которая прольется, она будет под ответственность Ельцина.
А где вы были в это время? Перезагрузимся, да? Расскажите, где вы находились в эти дни и что вы видели как участник событий? Рассказы эти последние годы напоминают период моего пионерского детства и рассказы людей, которые видели Ленина, там стреляли, были в команде на крейсере «Аврора». Значит, я был в это время за городом. Мобильных телефонов тогда не было, напомню. Суровое было время. И я приехал, какой был, из-за города в Москву, это было воскресенье, и опять-таки теща, которая смотрела телевизор, мне говорит вот так и так. Но я, не переодеваясь, я был в таком каком-то желто-оранжевом свитере с небритой бородой, такой достаточно дикого вида. Я поехал на 5-ю улицу Ямского поля, российское телевидение. И там был фактически штаб. И вскоре после этого, это был уже вечер глубокий, вскоре после этого приехали наши ребята из Останкина. Все просто в эмоциях, потому что там была стрельба. Там люди Макашова пытались взять штурмом Останкина. Потом эту картинку показывали. Там грузовик, который туда врубается в очереди. Кого-то убили из работников телевидения Останкинского. Приехали на Ямское поле, и мы впервые с Ямского поля организовали, оттуда до этого не было эфиров, эфирили из Останкина. Но студии были более-менее технически готовы. И оттуда организовали эфир прямой. И Светлана Сорокина, Валера Виноградов был такой ведущий, потом долго работал собственным корреспондентом в Японии. И я. Вот мы работали из Останкина в прямом эфире все время, в нон-стопе. А наши коллеги еще работали на Шаболовке, точно так же. Вот мы в два ствола с ямы, так называемой, 5-я улица Ямского поля, яма всегда называлась, и из Шаболовки это было единственное телевидение, которое работало в тот момент в стране. И мы говорили то, что происходит, говорили, конечно, очень горячо, говорили всю ночь. Вокруг нас ходили вооруженные отряды, охраны у нас не было, потому что у нас была какая-то милиция, но она была не вооружена, и было там 1,5 человека. Вот. Но Бог миловал. И в результате никто нас не слопал в ту ночь. Но ясно было, что если власть возьмут люди, даже не могу сказать, что Хасбулатов, уже не Хасбулатов командовал парадом в Белом доме, командовали другие люди, которые уже его не слушали, потому что реальная боевая сила была не у него. Уже, так сказать, полевые командиры там руководили. Если бы они взяли верх, то, конечно, была бы большая кровь, и в том числе и журналистов бы некоторых не помиловали. Это совершенно несомненно. Мы в тот момент прекрасно отдавали себе отчет, поэтому нам даже не нужно было большого мужества для того, чтобы принять определенную сторону. Во-первых, мы ее занимали просто потому, что мы ее занимали, это была наша страна. А во-вторых, очевидно было, что в случае поражения нас не помилуют, поэтому выбора у нас не было. А страшно было? Нет, возбуждения было. Страха не было. А как к вам поступала информация? Через наши все какие-то источники. Тогда я уж не помню, как она поступала. Тогда еще не через интернет, точно. Его еще не было. Через какие-то информационные каналы, через ленты информации поступала. Через телетайп? Да. Телетайп был на Яме, да. Телетайп был, совершенно верно. Телетайп был и факс был.
И вот по телетайпу и по факсу, который тогда для меня оказался просто верхом мировых технологий, я не понимал, как можно на одном конце света фиговину нарисовать, а в другом конце света ты ее получаешь в том же самом виде. Вот. И вот по этим каналам мы получали информацию. А расскажите, пожалуйста, какие идеи объединяли вот тех людей, которые штурмовали Останкино, мэрию, там, Макашов, Баркашов и те, кто к ним примкнул? Кто эти люди были? Но они очень разные были люди. Я думаю, что среди них были искренние люди, которые считали, что там Россия идет неверным путем, что нужно вернуться там куда-то в какое-то подобие Советского Союза, или нужно еще что-то сделать, там третье непонятное. В любом случае, это были искренние люди, частично. Но я думаю, что таких людей было очень мало. В основном это были люди, которые либо боролись за власть, они есть и среди политиков, и среди рядовых людей. И кроме того, там были за власть и за какие-то свои уже, за какое-то свое положение при этой новой власти, естественно. А потом там были люди, вооруженные люди, таких было много, которые хлебнули крови, которым понравился ее запах и вкус, которые были в Абхазии, которые были в Приднестровье, которые успели пострелять, которым это нравилось. Они хотели пострелять здесь. Такие псы войны, которые в любой стране и в любое время всегда попадались и в немалом количестве. Ну, под какими флагами их выводили? Ну, под разными. В основном это там уже именно в этот момент произошло такое рождение нового русского нацизма. Были нацистские лозунги, они были очень популярны. Были просоветские лозунги. Там были разные люди. В основном их объединяла временно вот эта борьба за власть, борьба против Ельцина, борьба против новой демократической России. Потом бы они, конечно, перегрызлись, это несомненно. Но в тот момент они еще были едины. А скажите, пожалуйста, а как вы относитесь к амнистии ГКЧПистов и Рудского Хасбулатова? Я считаю, что вообще представление о том, что Борис Николаевич Ельцин был очень жестким человеком, который не отпускал власть, который цеплялся за нее, который никого не прощал, оно очень далеко от истины. Человек он был, очевидно, незлобивый. Человек он был абсолютно точно не мстительный. Что он до конца не цеплялся за власть, мы это знаем уже из истории. Он простил людей, которых бы, пожалуй, никто, кроме него, не простил. Причем он их простил дважды. Он их простил сначала после августа 1991 года, а они бы его точно распяли, если бы они победили. И он их простил после октября 1993 года, а они бы его еще точнее распяли, если бы победили. И уже были готовы проскрипционные списки в Белом доме, в которых Борис Николаевич Ельцин, естественно, шел под первым номером. Они бы никого не пощадили, они бы никого не амнистировали, а он амнистировал. И только не нужно говорить, что это была не его идея. Идея была не его. Но если бы он уперся и сказал бы, вот этих я не прощу, он был достаточно силен тогда, чтобы этих не простили. А он не стал упираться. Их простили, их амнистировали. Тогда мне это, пожалуй, что казалось избыточным милосердием. Потому что я был, конечно, естественно, против крови, но я считал, что, поскольку они очень опасные люди, немножко бы им чуть-чуть подсидеть под запором бы не помешало. А теперь я считаю, что это было правильно. Потому что это был тот пример великодушия, который навсегда останется в истории. Ну, это все-таки люди, которые, там, Рудской, который говорил, поднимайте самолеты, бомбите Кремль. Да, поднимайте самолеты, бомбите Кремль, все это через мат. Вот, это все было. А он его простил. А не было он его потом позволил стать губернатором. А не было это потому, что Ельцин, может быть, ощущал, что шаги эти все-таки были не совсем конституционными, и какая-то доля правды, может быть, была и на той стороне? Политик никогда не признает своих ошибок, как правило, действующий политик, особенно победивший. У него, поскольку он тогда победил, поскольку он ситуацию урегулировал, все пошло по
его по Ельцину решениям. Конституция была написана, и мы по ней до сих пор живем. Новые выборы проведены в новую Думу вместо Верховного Совета, и она у нас до сих пор существует. И победила не партия власти, не его Ельцина партия победила. Победила фактически оппозиция. Победили коммунисты и Жириновский. Тогда, как мы помним, на первых выборах после событий октября 1993 года. Но, конечно, он был тогда в огромной силе, его боялись Ельцина, потому что он только что победил. Если бы он на волне этой победы решил всех в бараний рог скрутить, вряд ли бы кто решился ему возражать. Да и возможности бы не было. А он на это не пошел. Уверен, не потому, что он считал себя неправым, а просто потому, что он считал неправильным скручивать в бараний рог. Он считал это... Во-первых, это, видимо, противоречило его человеческим принципам, я думаю. Но у него уже не спросить, к сожалению. А во-вторых, по-видимому, это противоречило его стратегическому видению новой страны. Он считал, что так, как поступали в Советском Союзе, мы теперь в новой стране под названием Россия поступать не должны. Нехорошо, неправильно. А давайте поговорим про такой пропрезидентский настрой вот этой новой конституции. А там не было, по-вашему, перегибов в сторону президентской власти, которые нам сейчас могут аукнуться? Был, на мой взгляд, был определенный перегиб в сторону президентской власти, но в тот момент он был неизбежен. Потому что после вот этого резкого столкновения с Верховным Советом, после этого двоевластия реального, которое имело место в стране в течение многих месяцев и чуть не кончилось катастрофой, конечно, было желание как-то определиться все-таки на чьей стороне власть. А именно на нашей стороне, то есть на стороне президента, на стороне Ельцина, на стороне исполнительной власти. Тем более, что это соответствовало российским традициям. Это было понятно людям психологически. Верховный Совет, как его ни называй, хоть парламентом, он у нас никогда не был популярен. Он у нас и сейчас не популярен. У нас всегда был популярен президент. Даже когда президент был не популярен, он был все равно популярнее, чем законодательная власть. Это всегда так было. Поэтому сложно было даже психологически пойти на другой вариант Конституции. Николай Карлович, а давайте еще немного поговорим про вот этот ваш ночной эфир. Расскажите, пожалуйста, чуть подробнее. А мы у себя сообщали информацию. Мы не разговаривали с людьми, а мы сообщали информацию. Это же программа «Вести» была все-таки как бы. И мы вроде бы как были информационные ведущие. Мы зачитывали вот эти вот тексты, которые мы получали по телетайпу и по факсу, и от себя комментировали. И причем экспромтом. Естественно, времени на подготовку не было. И экспромтом мы говорили, вот я говорил то, что думал, и я пытался объяснить людям, что сейчас происходит. И, конечно, эмоциональный заряд был очень высоким, надо сказать, очень высоким. До утра было ничего не понятно совершенно. Кто берет, чья власть в городе, а власти реально не было. Потом, когда уже раскручивали ситуацию назад, когда Ельцин написал воспоминания, в частности, где много внимания уделил вот этим событиям, выяснилось, как развивал, как шаг за шагом, что там происходило. А тогда, конечно, мало что было понятно даже нам, которые рассказывали это людям. Я уж понимаю, что людям вообще было ничего не понятно. И потом под утро уже стало ясно, что наша перемога, значит, и когда танки стали шарахать по Белому дому, был легкий шок, но не было ощущения пролития крови. Было ощущение, что... Тогда у меня было ощущение, что это делается для того, чтобы не было крови при штурме. Потому что там группа «Альфа» собиралась штурмовать, там засели вооруженные люди, и у меня было абсолютно твердое ощущение, которое, кстати, до сих пор сохранилось, что главная задача была
вот этими болванками шарахнуть по окнам и по верхним этажам Белого дома, что произвело, конечно, на весь мир крайне гнетущее впечатление, и чтобы сказать им: ребят, все, выходите, не надо крови, не надо стрельбы, не надо, чтобы хоть кто-нибудь там погиб. Бросайте оружие, выходите, и все, в общем, будет нормально. И все и было потом нормально. Скажите, а вот в ту ночь прямого эфира вы были нейтральным, объективным журналистом, или вы были откровенно на чьей-то стороне и участвовали, ну, можно сказать, в информационной войне? Нет, ну какой же там, какая объективность? О никакой объективности не могло быть и речи. Потому что было очевидно, что если сейчас сюда эти ребята Макашовские, Баркашовские придут, то за ноги подвесят. Какая же там объективность? Конечно, это очевидно, мы были на определенной стороне. Это была страна Бориса Николаевича Ельцина. Тут даже просто ни одного мгновения никто даже не сомневался. В этом плане все журналисты российского телевидения, все буквально, были на его стороне. Я думаю, что вообще все журналистское сообщество было на его стороне, что вполне естественно. Потому что все были на стороне, как бы ни относились к реформам, к их трудности, все на земле жили, но все были на стороне, так или иначе, новой России. И Ельцин среди журналистов всегда был очень популярной фигурой. Он дал свободу журналистам, он дал свободу слова. Конечно, это началось при Горбачеве, несомненно. Но Ельцин это продолжил, он это развил, и все журналисты в здравом уме и твердой памяти, тогда работавшие, были ему благодарны за это. А можно мы еще чуть-чуть про это поговорим? Про свободу слова, про то, что Ельцин, что бы ни происходило, как бы его ни ругали, как бы ни высмеивали там, в тех же куклах, он никогда никому не зажимал рот и серьезно относился к свободе слова. Это одно из самых главных положительных качеств Бориса Николаевича было, и одно из самых главных оснований для замечательных воспоминаний о нем. Всех журналистов, которым довелось с ним работать, что он в любом случае не обижался. Он никогда не обижался. То есть, может быть, он обижался, но он этого не показывал. Он, может быть, расстраивался. Наверное, расстраивался. Потому что человек был очень, очень эмоциональный и глубоко чувствовавший. Но этих обид никто не видел. Он не надувался, как мышь на крупу. Он никого не наказывал. Он никого не лишал эфира. Он не снимал с эфира программ. Потом кто-то вспоминал: вот тогда Борис Николаевич обиделся, хотел что-то. Я не знаю. Я этого не знаю. Никакого выражения физического, политического это не находило. Ни один журналист не был лишен эфира. Ни одному журналисту не заткнули рот. Ни против одного журналиста не начали какой-нибудь кампании. Ничего такого не было. Все кампании, которые разворачивались только против самого Бориса Николаевича, против его окружения, против его семьи, против правительства. Бога ради, долбали просто и в хвост, и в гриву, как хотели. Никакой реакции не было. Может быть, даже избыточно не было реакции, потому что власть политическая должна себя защищать, как мне кажется. Но бить по прессе, бить по журналистам Борис Николаевич не хотел, а другого способа себя защитить он не нашел. А его и трудно найти, кстати, между прочим, в демократическом государстве. А в музее Ельцина будет такой зал, который называется «Зал свобод». И свободе слова в этом зале будет посвящена одна из программ. Можно я вас попрошу сказать вот все то же самое, но включив слова «свобода слова»? Нам очень нужно, чтобы вот именно они прозвучали. Мне кажется, для Бориса Николаевича Ельцина свобода слова была, вот как у фигуристов есть обязательная программа. Вот для него это была очень большая, может быть, даже главная часть его обязательной политической программы. То есть без этого никуда.
Если изъять из этого свободу слова, то это уже будет совершенно другая программа. Другой страны, другого человека, ни его, ни Ельцина, и он это прекрасно понимал. И на этом он стоял твердо. И это, я считаю, в этом его огромная историческая роль, даже если все остальное убрать. Спасибо большое. Давайте тогда продвинемся вперед и поговорим про 96-й год, про выборы. Рейтинг был почти нулевой, рейтинг Ельцина. Почему? Как так получилось? В чем причины были такого катастрофического падения рейтинга? Очень трудная ситуация в стране. Чеченская война, которая складывалась неудачно. Журналистское сообщество было на стороне тех, кто сопротивлялся в Чечне, а не на стороне федеральных сил. Это тоже било по рейтингу у Ельцина. Он плохо выглядел. Ходили многочисленные слухи о том, что он ведет нездоровый образ жизни. Вот плюс общая ситуация в стране. Тяжелая, с серьезной инфляцией, с регулярными невыплатами зарплат. То есть для людей, которые не думают о высоком, там, об истории, о перспективах, а которые думают о том, как им реально сегодня, завтра накормить семью, для этих людей ситуация была тяжелой. И оснований для любви к власти у них не было. Вообще оснований для любви к власти в нормальной стране всегда мало. Власть редко кто любит, даже в Швейцарии. А у нас было мало для этого оснований. Поэтому рейтинг Бориса Николаевича был низким. И когда началась кампания 1996 года, оснований считать его фаворитом, мягко говоря, было немного. А на фоне вот этой ситуации, насколько вы считаете, реальны были шансы у коммунистов вернуться? У коммунистов были очень большие шансы вернуться. Коммунисты были в оппозиции. Оппозиция всегда в демократической стране при нормальных, не сфабрикованных и не организованных, а реально равных, честных демократических выборах у оппозиции всегда очень серьезные шансы, потому что она не несет ответственности за происходящее. У власти есть шанс только если все развивается замечательно. Тогда она говорит: ну, посмотрите, как хорошо, это я. А в противном случае, а замечательно все развивается редко в какой стране и в какие периоды. Как правило, или средненько, или плохо. В всяком случае, по мнению людей. Потому что редко какой нормальный человек просыпается и думает: как же все зашибенно-то, как же хорошо-то живется. И какую я сегодня обалденную зарплату принесу жене, и как она меня за это крепко поцелует. Вот такое редко настроение у людей. Даже в абсолютно здоровой и благополучной стране редко. Значит, всегда оппозиция имеет возможность сказать: вы видите, это не так, налоги туда-сюда, безнравственность, аборты. Вот вчера тут застрелили в соседнем дворе. Это они виноваты. А мы придем, будет по-другому. Это нормально, это демократично. Это всегда шанс оппозиции прийти к власти. Это гарантирует смену власти. А это всегда здоровое явление, смена власти регулярная. Поэтому даже в этом популизме в ней есть свое очень большое здоровое звено. И вот тогда это все, этот ветер дул в паруса Коммунистической партии Российской Федерации во главе с Геннадием Ильичем Зюгановым. Тем более, что он человек вполне такой, производящий солидное, серьезное, позитивное впечатление, тогда еще достаточно молодой, говорит нормальные вещи, такой, вызывает уважение, симпатию. И в это время уже стали забывать о том плохом, что было при коммунистах, но уже креп миф о том, насколько хорошо было в Советском Союзе, как нас все уважали, как все были равны, какая была уверенность в завтрашнем дне. Вот это все, этот миф, он укреплялся во многом благодаря, кстати, журналистскому корпусу, который тоже, ведь журналисты, они потрафляют не только и угождают не только власти, они в демократических странах, журналисты, как правило, угождают общественному мнению, боятся расходиться с ним. Если общественное мнение левеет, то и журналисты левеют, средства массовой информации. И у нас тогда была достаточно левая пресса, которая долбала власть, долбала Ельцина.
и говорила, да, как сейчас плохо, и как раньше было неплохо. В общем, давайте смотреть правде в глаза. Поэтому у коммунистов были очень хорошие шансы, особенно после того, как они выиграли выборы в Государственную Думу. Они были очевидными фаворитами. Зюганов был несомненным фаворитом в президентской гонке 1996 года. А давайте немножко поговорим про роль СМИ. Что позволило Ельцину вылезти из вот этой рейтинговой дыры? Каким образом 3% превратились в больше 50%? Я думаю, превратилось в то, что, я думаю, позволило в первую очередь позиция средств массовой информации и очень организованные профессиональные действия предвыборного штаба Ельцина, который сплотил вокруг себя большой бизнес, который сплотил вокруг себя, фактически убедил в том, что это решающие выборы для страны, нарождающийся средний класс и журналистский корпус, журналистское сообщество, которое забыло о своих претензиях к власти временно, забыло о своих претензиях к Чеченской войне и отдало себе отчет в том, что коммунисты выигрывают только один раз. Они после этого просто, придя к власти, они уничтожают выборы в принципе, как институт. Они приходят демократично к власти, и после этого демократию закрывают на большой амбарный замок. Вот это стало достаточно очевидно. И я помню, что не на страх, а на совесть весь журналистский корпус, зарплат никто не прибавлял, и никто ничем не угрожал. И такого жесткого ручного управления, которое потом возникло в отношении средств массовой информации, тогда такого не было. А тем не менее все работали фактически на Ельцина. Это было, конечно, несправедливо. Сейчас я понимаю, и тогда понимал, что это несправедливо по отношению к Зюганову. Но это было неправильно. Он оказался в такой, в информационном вакууме. Когда человек, я помню, накануне выборов дает пресс-конференцию, а ее потом не показывают. И я сочувствовал Геннадию Андреевичу. По-человечески. По-человечески я ему сочувствовал. Хотя я понимал, что если выиграют коммунисты, то никого потом, кроме них, не будут показывать. Это будут последние выборы в нашей стране на долгий период. Но в тот момент, конечно, сочувствовал. Ну, как человек старается. Коммунисты были убеждены в том, что они выиграют. Поэтому они предвыборную кампанию провели вяло. А Борис Николаевич просто... Я не знаю, что он сделал. Он же был к тому времени очень нездоров. У него были, я потом узнал, очень большие проблемы с сердцем. И вот этот вот танец на сцене, в котором потом много смеялись, что вот Борис Николаевич, пожилой мужик, там крутится, вертится с девчонками, с мальчишками, там руками размахивает, смешно, так власть любит. Я считаю, что это был подвиг, потому что человек в прединфарктном или постинфарктном, я сейчас не помню состояние, когда он плясал на сцене, конечно, я не знаю, как ему потребовалось взять себя в руки, что он себе сказал, как он себя уговорил, что он должен это сделать. Не потому, что он так хватался за власть, а потому, что он понял, что если власть перейдет вот к тем людям, то это будет крах всему, что он сделал. То это будет большой крест, который он ставит на всей своей жизни, не просто политической карьере, а на всей своей жизни. И потомки не простят. И сам себе не простит никогда. И поэтому он сделал, пожалуй, больше того, на что даже физически был способен в тот момент. Это был очень важный фактор, может быть, важнейший фактор. Это сам Борис Николаевич Ельцин, может быть, стал главным фактором в избирательной президентской кампании 1996 года. Если бы он махнул рукой, если бы он сказал, ну пусть будет как будет, то он бы не выиграл.
А так он просто на финишной прямой он рванул просто из-за спины Зюганова и первым ленточки коснулся. А в чем вы считаете самая главная заслуга Ельцина? Вообще? Как президента перед страной? Ельцин показал, что в нашей стране возможны другие варианты развития. Ельцин показал, что в нашей стране возможны иные, непривычные, не жесткие, не кровавые, а разумные, высшие государственные решения. Ельцин показал, что первым лицом у нас может быть нормальный человек, великодушный, со своими слабостями, своими недостатками, но реальный живой человек. Не корыстный, не хитрый, не злой, думающий о стране, не желающий крови. Вот я помню, когда на тех же выборах 96-го года мы показывали, делали сюжет. У меня была тогда программа «Зеркало», я ее вел. И у нас был сюжет, Ельцин посещал Красноярский край и разговаривал с Виктором Астафьевым. Мы монтировали, и на меня произвело впечатление. Астафьев, фронтовик, человек очень резкий, очень острый, которому нечего было бояться. И он никого ничего не боялся. И говорил, рубил матку правду просто по полной программе. И не было оснований считать, что ему есть за что любить Ельцина. И вот они поговорили, и потом Ельцин сел на пароходик, поехал с Наиной Иосифовной. Ее, так я помню, еще она сходит по трапу, Наина Иосифовна, и Борис Николаевич ее так рукой так пониже спины так немножко хлопнул. И они поехали. И Астафьев стоит с кем-то на пригорчике и провожает пароход, и у него такой пиджачок наброшен на плечи, по-деревенски. Растрепанный такой седой человек с этим изрытым, изборожденным морщинами лицом. И он говорит, нормальный мужик. Неужели, говорит, вот снова другого выберем? Вот до сих пор даже вспоминаю, мне тогда очень сильное впечатление произвело, что этот человек не... Астафьеву я всегда верил. Астафьев, хотя мы с ним очень много, наверное, расходились по жизненному опыту, но у меня отец воевал, как и он. Но другая семья, совсем другие взгляды. Но от него всегда исходила правда. И поэтому то, что он воспринимал так Ельцина, это на меня произвело очень сильное впечатление. Потому что это было такое народное восприятие, я бы сказал. Оно было очень чистое. Это была не мальчишеская восторженность. Откуда бы ей взяться? Это было честное признание очень много пожившего, битого жизнью человека. Дорого стоило. Поэтому я думаю, что Ельцин заставил по-другому относиться к России. Это очень важно. Николай Карлович, а как вы считаете, можно сказать, что Ельцину удалось отстоять, что он отстоял Россию у коммунистов, не дал вернуться назад в советское прошлое? Это сложный вопрос. Отстоял ли, удалось ли? Ельцин сделал все, что мог, пожалуй, что для того, чтобы отстоять Россию у коммунистов, для того, чтобы не дать возможности вернуться назад. Хватит ли его усилий исторически, мы не знаем. Потому что тоталитаризм российский, в частности, он многолик. И Ельцин Борис Николаевич слишком недолго был в нашей стране главным начальником для того, чтобы полностью перенаправить ход отечественной истории.
пока рано говорить, что ему исторически удалось сделать. Должно, знаете, как знаменитый пример Госсовета КНР Чжоу Энлай, огромного масштаба человек, он при Мао Цзэдуне, когда ему задали вопрос о Великой Французской революции конца XVIII века с просьбой оценить ее последствия, он говорит, рано, еще слишком мало времени прошло. Поэтому нам пока рано оценивать, что именно удалось сделать Борису Николаевичу Ельцину, но что он старался и весь свой огромный человеческий масштаб положил для того, чтобы изменить ход российской истории в благоприятную сторону, чтобы повернуть эту историю лицом к человеку, не к власти, а к человеку живому. Он сделал для этого очень много, все, что мог, пожалуй. А хватило ли этого, мы пока не знаем. Николай Карл, спасибо большое.